Всех приветствую на нашем канале. Продолжаем прохождение курьера по Махавской пустоши. Сейчас мы получили приглашение от Вульписа Инкульта посетить Цезаря, то есть того самого Цезаря, что возглавляет весь легион. Также накануне нам солдат НКР передал послание от главы НКР в регионе Махавы. То есть сейчас очень много дел. А я думаю, нужно также по заданию Есмана ознакомиться с разными фракциями. То есть задания вроде как... Ой, очень много заданий появилось. Значит, сейчас будем выполнять, скорее всего. Делайте ваши ставки. Хочу с братством стали затереть. Где их искать только, вот интересно. Гудспринг, достаточно далековато. Можем от нового туда пойти. Значит, Братство Стали одна из тех организаций, которая во всех частях серии Fallout была. Даже одна часть была посвящена только Братству Стали, это Fallout Tactics. Она не каноничная, потому что многие фанаты просто, не знаю, были в ярости от этой игры, потому что все принципы Братства пошли на нет ради экшена в той игре. Ну, это уже дела минувших лет, кому надо, тот нагуглит. Так, а мы хотим есть тем временем. Ну, же есть хоть что-нибудь? Да, фрукт. Немножко. Думаю, ненадолго хватит, конечно, мутафруктов. Ну да ладно. Значит, ты караванщик. Hey there. Need anything? Что у тебя есть? Here's what I got. Продавать-то и нечего. Ну, извини. Значит, у нас путь лежит к Братству Стали. То есть просто идем прямо. Через горы, что ли, идти получается? Так, а что же у нас по оружию-то? Так. Значит, оружие. Что возьмем в руку? Вот на винтовку ковбоя очень много патронов. Я не думаю, что мутанты, которые обитают именно здесь, выдержат попадание с винтовки ковбоя. Потому что в новых мы приходим на достаточно раннем уровне. Но все-таки оружие из рук я не хочу выпускать, потому что чем дальше от дороги, тем больше мутантов. Потому что вдоль дорог НКР проводил зачистки, насколько я помню. По крайней мере, Гудспринг так говорили. Там 100% радиация и ничего интересного нет. Значит, получается, нужно эту гору будет обойти. Может, нужно было идти на лагерь подрывников. А, ладно. Раз уж начали, то пойдем до конца. Но я думаю, если будет не очень интересно, или вообще ничего не будет происходить, я просто этот момент вырежу, чтобы ваше время не тратить на осмотр пустошей. Потому что пустошь это и есть пустошь. Тут ничего интересного толком не происходит никогда. Интересно, что это за дом. Да ладно, вот неужели веточка нам помешает пройти? Мне просто интересно, что за отшельник здесь живет. Или не живет. О, чувак, у тебя был разгульный образ жизни? И что-то по телевизору тебе явно не понравилось. То есть у
тебя ничего вообще нету интересного, да? О, джет. То есть ты еще и упарывался, помимо того, что бухал. И укуривался. Ментанты один раз нам пригодились уже. Медикс. Ну, я знаю, что это мародерство, и это не круто. Но, блин, нам это нужнее, чем тебе. Ты же мертв. Спасибо тебе за то, что ты нам немного лута отложил. Без Вероники. И вот мы уже услышали о Веронике. Это таки небольшой спойлер. В прошлом прохождении я так с Вероникой не встретился, хотя я догадываюсь, где ее можно искать. Прохождение, я думаю, будет как раз со спутником, потому что постоянно ходим одни, спину никто не прикроет. Уже не раз попадали в передряги. Ух ты. Но это Гелиос 1, здесь НКР заправляет. Слышим выстрелы. На пустоши война не прекращается. Рейдеры, мутанты, всякие отбросы. Конфликт легиона НКР. Там не сможем пройти, да? Что ж такое, а? Ой, ладно, ладно. Не, ну, испытательный полигон обнесен со всех сторон горами, это я точно помню. Раз скорпионы. Твою мать. Доброе утро, Вьетнам. Просто доброе утро. Ненавижу раз скорпионов. Пошел нахер. Пошел нахер. Ты пошел ты нахер. И друга своего туда отправь. Мне кажется, мы немного себе ноги жарим. Чёртовы скорпионы. У них хитиновый покров очень-очень мощный, поэтому их пули очень слабо берут. Ну, 25 крышек с каждой жало скорпиона. Думаю, неплохо. Состояние у огнемета все хуже и хуже. Ну что ж поделать. Там мы тоже никак не пройдем. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Сам догоришь или тебе помочь? Поднимаем экспу в конце концов. Был же еще охотничий магнум. Мне кажется, я из него так и не пострелял даже. Хочу посмотреть, как он себя в деле покажет. Это с оптикой. Здрасте. Пиздец. Коготь смерти — это смерть, все. Как бы хорош ты не был, с когтем смерти тягаться крайне сложно. Да ладно. Тогда пойдем отсюда. Здравствуйте, здравствуйте. Как-то неудачно зашли. Ну, давай попробуем. Вряд ли прохнет.
порадуешь. Крышечки, динамит, стимпак. Неплохо. О, еще и джет. И покушать. Нормально так. Вот вы же видели, что ваших приятелей перебили. Зачем вы сюда пришли и стояли тут? О, это кусок челюсти. Ну, парень теперь не будет улыбаться. Хотя, можно сказать, что он улыбнулся очень широко. Ладно, значит, сейчас нам нужно идти туда. Опять. Опять я не смотрю под ноги. Хорошо, сейчас от взрыва успел далеко отойти. Ведь ничему жизнь не учит. А, кто там носится? Гека. А, это дутни. Почему я подумал, что это гека? Главное, что не кассадоры. Или кассадоры, как правильно. Это какие-то осы-мутанты. Опа. Здрасте. Самолет. Прикольно. Что вы здесь забыли, подрывники? Вас здесь никто не любит. Хорошо. Итак, главное не сбиться с курса. Ну, тратить патроны на дудни я не хочу, хоть патронов очень много. Закупился я, видимо, сверх меры. Нужно будет не доводить до полного уничтожения винтовки. А еще подрывники. Как-то вас здесь много. Ну, понимаю, вот ваш лагерь, да, хорошо. Недалеко от Гуспринц. Ну ладно. Значит, у тебя там что-то за спиной. Ты что, ширнулся стимпаком? Как-то уже нет азарта такого при перестрелке с подрывниками. Ну, потому что я знаю, что у меня оружие лучше, я защищен броней, в отличие от обычной одежды тканевой. А вы здесь кого-то убили? Охранник красного каравана. А, я здесь уже бывал. Да, точно помню. Ой. Не очень приятное зрелище. Так, значит, нам туда. Да ладно. Ну, кто теперь? Так, а третьего лица тоже не видно? Это читерство небольшое. Заглядывай за углы. Так. Думается, мне там подрывники. Значит, сейчас я им их же динамит и отдам. Это ваши ребята. Ой, расчлененка.
что, вы же подрывники, вы любите динамит? О, 5-миллиметровые патроны. Отлично. 5,56 нам очень-очень пригождается. Так, мы перегружены. Значит, сейчас водички надо попить. Неплохо так выглядим. Мне кажется, в этой шляпе еще долго будем ходить. Но пока силовую броню братства, видимо, не намутим. Как-то вышли не очень удачно. Сразу на подрывников. Ну и наши шаги, конечно же, услышали. Потому что мы скрытность не вкачивали. Ну да что ж такое-то, а? Здрасте. Так, повреждены обе руки. Значит, что у нас есть? Гидра же оставалась. Я же не мог ее продать. Что, нет? Я что, забыл взять гидру? Твою ж мать. Ладно, тогда. Значит, стрелять не получится. Будем сжечь. Ух ты. Молодые люди. Ты не передумал? Замкнутых помещениях. А вот и братство встали. Здравствуйте, здравствуйте. Listen very closely and do as I say. Your life depends on it. Hand over everything you're carrying. Weapons, ammo, clothes, armor, everything. I want you stripped down to your underwear. I've told you what to do. Strip off your clothes and equipment or face summary execution. Will you comply? Take it all off and hand it to me. Then come inside and through the door at the rear of the chamber. Paladin Ramos is waiting for you. Ну, ожидаемая жесткость от вояк. Я так-то покалеченный, обезвоженный. How the hell did you get in here? Normally I would have already shot you, but I'm under orders to bring you to the Elder. Will you come peacefully? Okay. I'll take you to him. Follow me, closely, or you'll be shot. Ну, сейчас побеседуем со старейшиной. Вот и новый квест. How did you find us, stranger? And do tell the truth. You took an extreme risk in coming here. My policy towards trespassers has not been lenient. The security of this bunker is my foremost concern, and I take pains to minimize our exposure topside. For this reason, I might be interested in contracting with an outsider who can accomplish certain tasks. Some basic, some a bit more involved.
An NCR ranger has begun to set up post in one of the other bunkers up top, for example. I want him driven off. Understood? Very well. I'll be interested to see how thoroughly and efficiently you carry out your mission. Paladin Ramos will escort you back to the bunker's entrance and set you loose. Notice that I said loose, not free. You are not free to carry the secret of this bunker's location beyond Hidden Valley. Until I'm convinced that you're capable and dependable. Справедливо. To underscore this point, you'll be fitted with an explosive collar. Wander off and it will detonate. Focus on your mission, and you'll be fine. You'll find your equipment in the chest to your right. Don't bother coming back until you've dealt with the ranger. Вот он. Ошейник. И все. Все уж там мелочиться. Где мой плазмоган? Ошейник хорошо смотрится в металлической броне, как будто и должен быть здесь. Так, кстати, пить очень хочется. Есть что-нибудь? Нет. Хорошо, значит, нужно по-быстрому разобраться, чтобы уже была возможность в братстве торговать и прикупить, поесть, попить. Так. Ну в тот самый бункер, куда я сначала ломился. Жареный скорпион. Это пустый поджог. Так, значит, мне сказали его прогнать. Возможно, понадобится харизма. Но речь плюс 10. Удачи плюс 1. Мне кажется, он просто испугается парня в таком одеянии и убежит сам. Thought you'd sneak up on me, you filthy powder ganger? Ha! Got some stones on you, son. I like that. What can I do for you? Что ты здесь делаешь? Well, I thought I might set up a safe house in one of the bunkers here. Between the remote location and the dust storms, I figured it was ideal. Of course, seems a lot less remote since you showed up. Plus, I haven't been able to get my radio working. And a safe house is no good without one. I reckon I'll stick around a while, patrol for troublemakers, see if I can get that radio working. Oh, and in your expert opinion, why would that be? Красноречие 50. Видимо, это благодаря пижаме еще. You've seen that with your own two eyes? God damn. I knew Cook's gang passed through these parts about that frequently, but I didn't know they holed up here. Be a rude awakening to find 15 of those merciless bastards looking down at me snoozing on my bedroll. Yep, I'd be better off setting up an ambush along one of their routes to catch stragglers. Thanks for the information. You may have saved my life. Свинина. Водички нету, что ли?
парень убежал. Неплохая броня, кстати. Так. Выглядит как раз внушающе. Темнеет так быстро, или мне кажется? Stand back from the door. The Elder's eager to hear your report. Надеюсь, уже готов встречать гостей. How did you resolve the situation with the Ranger? Gone. Why did he leave? And what makes you think he won't be back? Yes, you exploited his fear of powder gangers very effectively. The collar includes a microphone, you see. Part of the test. He'll keep his distance, setting ambushes, never suspecting that these bunkers house something far more dangerous to him than criminals. Well played. Since you completed your assigned task, I will allow you to come and go from the bunker freely. So let's get that collar off you. There, that's better, I hope. Now that we have that bit of unpleasantness out of the way, there is a matter that I would like to discuss with you. Stop by the command room when you can. Oh, and bear in mind, if you end up betraying us, we will know it, and there will be no mercy. When you first showed up on our doorstep, I'll admit at first I didn't know what to think. After giving the matter some thought, however, I've decided that an outsider could be of great use to me right now. However, I will not force you to help us. Should you refuse, you will be allowed to leave here. Though no, we will be keeping an eye on you. What do you say, outsider? Are you willing to help us? Then allow me to explain our Мне очень situation. нравится Братство стали, This хочу их bunker is квесты currently выполнять. locked down, allowing no entry or exit, with you being one of the few exceptions. In exceptional cases, teams are sent out to investigate sites or retrieve materials deemed too important to ignore. 3 such teams have gone missing recently, and the news of their disappearance has not yet been widely spread to avoid undue concern. In order to maintain the peace and adhere to the strictures of the lockdown, I need to send someone else to discover what happened to them. I'm glad I can count on you. Oh, and one other thing. The patrols each had a holotape detailing their missions that you can use to track them. The shielding of the bunker prevents us from actively tracking them, but their positions should show up on your map once you get to the surface. Should our worst fears become realized, please bring back all 3 of the holotapes from the patrols. Otherwise, bring our brothers home. I've given the order that you be given access to some of the equipment our scouts and patrols have scavenged over the years. You won't be allowed to purchase any prohibited equipment, but hopefully some of what's available will prove useful to you. Мгм. Понятно. А где у вас, не знаю, торговец? So, you're the outsider that's been given leave to wander around freely. Desperate times call for desperate measures, I guess. Name's Hardin. I'm the head paladin of this chapter. I think we might be able to help each other out. I don't know what the Elder talked to you about, but I can tell you this chapter is in trouble. And he's at the center of it. Are you willing to listen to what I have to say? As you may have already heard, this entire base is under a state of lockdown. No one goes out except small patrols at night. Most of the chapter has been sealed in here for years, and those few who were outside when the lockdown was initiated are forbidden from returning. Morale has plummeted as time has gone by, and many of our current paladins haven't seen combat outside of training simulations.
And all because of the Elder's explicit order that no one be allowed in or out. The only way things will change is if a new Elder is installed. I don't know. I've gone through our records dozens of times looking for a precedent regarding the dismissal of an Elder and come up with nothing. The people who are most likely to know how it could be done are also some of McNamara's strongest supporters, so they refuse to help me, which is why we're having this conversation. An outsider such as yourself would arouse less suspicion asking questions about such matters. The fact that the Elder has some tasks for you means his faithful won't suspect you, and you have a line open to the man himself. In short, you're in a perfect position to help me. Will you at least think about it? Вот именно что подумаю. If I become Elder, the lockdown will be lifted, and we'll once again be able to send patrols out into the wastes. We'll become powerful again. And when that happens, it will be good to have the Brotherhood as an ally. Good enough? That'll have to do. I'd recommend going to see Ramos first. As head of security, he's more familiar with our protocols than anyone else here. You could also try to find something relevant in our data store, though last I heard Scribe Ibsen is having a bit of a problem accessing it. And if McNamara should give you any tasks, I'd ask that you kept me abreast of them. Report anything you find to me, and we'll move from there. The word came down from the Elder that I'm to offer you some of our lesser wares, as if I didn't have other matters on my mind. Our patrols are always bringing more stuff in. Take a look. Another satisfied customer. If you must know, my inventory check this week shows that our weapon count is one short. Somehow we're missing a laser pistol. Hardin will have my head if I don't find that weapon soon. I can't delay my report to him any longer. If you happen to find it, bring it here right away. I might be able to throw a few supplies your way if you do. Хорошо. Поищем пистолет. Hello, outsider. Доктор. Hello, you must be the outsider everyone's talking about. I'm Linda Schuller. If you ever need medical attention, this is the place to come. This? This is nothing. You should see some of the wounds I've seen paladins come back with. 100 крышек, да ладно. Кошмар. This какой. might take a while. Close your eyes and try to relax, and we'll begin. Yes, can I help you? Oh, man. I told Watkins this wasn't going to work. Look, Watkins and I snuck out one day. She said it'd be a training exercise. Said she heard from a guy on one of the patrols that there was a gulch just southeast of here with scorpions in it, and that we had to check it out. There were scorpions out there, all right. We started using them for target practice. Before we knew it, damn things were all around us. So we made a run for it, and in all the commotion, I dropped my pistol. Watkins keeps urging me to go back and get it, but that's not going to happen. You can go outside, though, can't you? You can return the pistol to Torres and clear this whole thing up for me. Oh, I sort of altered the records after we got back. That was Watkins' idea, too. That girl is nothing but trouble. Still, I haven't been exiled yet, or worse, assigned to latrine cleaning duty. But I will if you don't help me find that gun. Great. When you find it, just turn it into Torres and I'll be in the clear. Понятно. Накосячили, значит, молодняк. Your presence here, let's just say it's highly irregular. Outsiders aren't even allowed to know that our bunker's here, let alone come and go freely. You impressed Elder McNamara, obviously. You must believe that you'd be very useful. So, you've been talking to Hardin, eh? He's been looking for a way to usurp McNamara ever since the lockdown started. Don't get me wrong, he's a good man. But Elder McNamara has done all right by us. If it weren't for him, none of us would have survived at Helios. I'll tell you what I told Hardin.
There have been only a few cases of elders being dismissed from their posts in the Brotherhood's history, and those involve crimes that someone like Elder McNamara is just not capable of. You can look it up for yourself if you want. I'll grant you access to that portion of the history section of our data store. See Senior Scribe Ibsen about accessing it. I'm sure someone's told you all this before. Several years back, we were running our chapter out the Helios 1 solar power station. Our elder at the time, Elijah, Там сейчас had some kind of obsession with the place, which is the only reason we stayed as long as we did. That place was hardly defensible, and we knew the NCR was moving in on us, but the elder refused to budge, insisting that he just needed more time. We never found out what he needed time for. Wave upon wave of NCR troopers hit us from all directions. We held out for a time, but we were grossly outnumbered, and they had more men than we had ammo. Eventually, our positions collapsed. Elder Elijah was nowhere to be found, so McNamara took charge and led what remained of us on a counteroffensive west. We lost a lot of men and women, but we broke through and made it here. Make no mistake, McNamara saved this chapter that day. Who was Elijah more like? He was our elder before McNamara. Bright guy, but just between you and me, he was a little off. Our mission is to recover and preserve the technology of the past, but Elijah wanted more. He sought ways to improve upon technology, make it better. When we found Helios 1, he was like a kid in a candy store. Kept talking about the potential and a grand design never realized. He even insisted we set up our base there, against the objection of nearly every paladin. What followed is a whole other story. Later. Ясно. То есть на Гелиосе НКР вырезала Братство Стали. А Скорпиона, значит, плазму прошибает. Это хорошо. О, кентавр. Аннигилирован. Нет, спасибо. Радиационный фон здесь высокий. Он, видимо, вот из-за этой ямы. О, еще кентавры. А как это получается? Куски братства? Как-то срослись, мутировали, господи. Так, ну, я думаю, можно динамитом закидывать, раз они в яме. Ох, еще. Да. Мега кентавр. Да что ж такое-то, а? Ну, у меня есть антирадим. Да, вижу, достаточно высоко радиация поднялась из-за этого. Хорошо. Ну, хорошо, устроим ему доброе утро, Вьетнам. А я еще кентавров не боялся. Чё ты плюешься? Так. Где выход-то, алло? Да, уж задание подкинули.
быстрее, что ли. Ну да, сейчас красиво. А, с винтовкой. У меня же есть костюм от радиации. Так, плюс 30, о, плюс 40. Какой же он нелепый. Хоть что-то полезное от этих гулей осталось. Так, значит, сейчас по-быстрому нужно туда залететь. Все-таки костюм защищает, но не на 100%. Братство стали. А, вот теперь у нас есть еще и силовуха и лазерная винтовка. Хо-хо, прекрасно. Ах, чёрт, как-то FPS провисает немножко неприятно. О, у нас перевес просто лютый. Значит, сделаем вот так. А все равно по весу проседаем, а не очень приятно. Радиация, радиация. Так, что же делать? Ладно. Что у нас есть? Маловесящие штуки только. Хорошо, а может быть оружие есть, которое может быть, ну точно, лазерные винтовки. И еще. То есть на 3 пункта у нас перевес идет. Хорошо. Раз, два, три. Плюс 3 крышечки. Обезвоживание. Да, из-за того, что колы напились. Серьезное обезвоживание началось. Еще один. Это же мега кентавр. Так, а сможем ли мы отойти по-быстрому? Закрыть ворота. Закрыть ворота. This is a dangerous place, human, especially for your kind. I suggest you turn back. There's nothing good waiting for you further on. You must have heard her radio broadcast. Though why a human would follow her invitation here is beyond me, unless you didn't listen very closely. The voice on the radio belongs to Tabitha, the supreme commander of Black Mountain, or as she calls it, the state of Utopia. She took control of this place almost 2 years ago. The super mutants here do whatever she says, and she says humans are to be killed on sight. Ну здорово. Help would improve the odds. Help might just make the difference. Alright, if you're good enough at what you do to meet me in the village up near the peak, we can talk further. I'll have a plan by the time I see you, if I see you. Good luck. It's gonna be a lot harder for you to get up there than it will be for me. То есть у нас все больше и больше интересных заданий. Хорошо, с ними уже будем разбираться в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо и пока-пока.